Херсон, февраль 1977 год. Убийство в детском клубе города Херсона. Руководитель клуба «Умелые руки» Эмма Аборина найдена мертвой в помещении, где проходят занятия по кулинарии. Тело обнаружила ее подчиненная Анна Давыдова. Заведя детей на учебу по шитью и вязанию, она увидела на полу свою начальницу с проломленной головой. Эксперт определил, жертва получила страшный удар по голове тяжелым корпусом мясорубки. Время смерти не менее 12 часов назад, то есть прошлым вечером. Удар пришелся на теменную кость черепа. Осколок вдавился в головной мозг, вызвав кровотечение. Смерть наступила мгновенно. Отпечатки на мясорубке стерты. Коллеги убитой рассказали сыщикам, что вчера занятия закончились в 7 вечера. Все ушли, а Эмма задержалась, чтобы убрать на кухне. На занятии она с детьми пекла печенье. Тесто крутили через мясорубку. Возможно, это первое, что попало под руку убийце. На вопрос, что могло стать причиной трагедии, сотрудники ответили, что у Эммы все пошло не так с самого утра. В клуб пришел ее зять, и разразился скандал. По отрывкам разговора подруги поняли, что мужчина требовал у Эммы денег, говорил о своем отчаянном положении. Эмма категорично отказала ему. Зять был в таком состоянии, что мог вернуться и убить Эмму. После его ухода она плакала. Говорила, что плачет не от страха за себя. Ей жалко дочь, которая мучается в браке с таким человеком. У них вечные долги. Муж не хочет решать семейные проблемы. Личную жизнь самой Эммы назвать счастливой тоже нельзя. Она вдова. Муж умер 8 лет назад. Проживала в одной квартире с пожилой матерью. Сотрудницы знали, что у Эммы есть мужчина, который живет отдельно. Он иногда встречал ее после занятий. Зовут его Николай, работает водителем. Где, никто не знал. Эмма любила свою работу. В детском клубе она чувствовала себя на своем месте. Ее обожали дети. Она научила готовить простые и вкусные блюда не одно поколение жителей этого района. Мамы записывали своих дочерей в кружок Эммы и, смеясь, просили рассказать им, как готовить гренки с чесноком, как когда-то она рассказала им самим. Гренка на английский переводится как тост, но советская гренка сильно отличается от американского тоста. На Западе электрические тостеры начали использовать с начала 20 века. К ним продавали специальный хлеб. Первый советский тостер появился в 1956 году. Его выпуск приурочили к фестивалю молодежи и студентов. Но хозяйкам СССР прибор не понравился. Гренки в нем выходили или недожаренными, или подгорелыми. Поэтому домашние кулинары предпочитали делать гренки на обычной сковороде. Простой рецепт давал вторую жизнь черствому хлебу. Тонкие ломтики обжаривались на политой маслом сковороде с двух сторон до образования румяной корочки. Часто предварительно их обмакивали в молоко и взбитые яйца. Несколько минут, и сытное лакомство готово. Сотрудницы пытались помочь следствию, выдвигая разные версии случившегося. В этом районе уже несколько месяцев регулярно обворовывают квартиры. Возможно, воры пробрались в их клуб, а Эмма, задержавшись на работе, стала невольным свидетелем их преступления. Но, с другой стороны, красть у них было нечего. Немного продуктов, лоскутки, нитки для вязания. Кто ради такого полезет в помещение? Сыщики отпустили женщин. Детективы понимали, преступники лишь в крайнем случае изменяют своим уголовным профессиям. Квартирные воры не будут убивать, а специалисты по разбойному нападению лезть за поживой в детский клуб. К тому же в сумке убитой все лежало на месте: косметичка, блокнот, кошелек. В кошельке 37 рублей 79 копеек. На жертве остались золотые сережки и кольцо. Зять пока был единственным подозреваемым, хотя если убийство произошло из-за денег, то почему он не забрал ценности? В любом случае с ним нужно было познакомиться поближе. Встретила сыщика Наталья, дочь убитой. Детектив решил не спешить сообщать ей о смерти матери. Попросил позвать мужа, Геннадия Деревянко. На вопрос, где он был вчера вечером, Геннадий ответил: дома. Хотел, чтобы жена это подтвердила. Наталья утверждала обратное. Муж вернулся только в час ночи. Нервный, наглый, потребовал ужин. Жена спросила, что натворил ее муж. Только тогда детектив сообщил о смерти матери. По реакции Натальи стало понятно, она считает Геннадия убийцей. Сообщила, что нашла в его куртке 1500 рублей, а мама как раз накануне сняла со своего сберегательного вклада большую сумму. Сыщик задержал подозреваемого. В
В Херсонском клубе детского досуга «Умелые руки» нашли мертвого его руководителя Эмму Аборину. Женщине нанесли удар по голове тяжелой металлической мясорубкой. Сыщики установили: накануне убийства у Эммы был конфликт с зятем Геннадием Деревянко. Он вымогал у нее деньги. Сыщики выяснили: накануне Эмма сняла крупную сумму со своего вклада. Геннадия в вечер убийства дома не было, а в его куртке жена нашла 1500 рублей. Пока Геннадий собирался, Наталья рассказывала, что давно хотела развестись с мужем, но каждый раз, как дело доходило до развода, он менялся. Приносил домой деньги, дарил цветы, помогал по хозяйству. В надежде на лучшее Наталья меняла решение. На вопрос детектива, откуда Наталья знает о том, что мать сняла большую сумму, женщина рассказала. Мама приходила к ней в гости и поделилась своими планами. Они с ее ухажером Николаем решили расписаться. Ни ему, ни ей получить государственную квартиру бесплатно надежды не было. А вот внести деньги на строительство кооперативной квартиры они могли. И машину купить. Договорились, что каждый даст половину суммы. Эмма сняла 3500. Дала дочери денег на зимнее пальто и шапку. Она просила Наталью не делиться деньгами с мужем. Наталья рассказала, что сделала покупки, была в хорошем настроении, но вечером пришел ее муж. Увидев новые вещи, он впал в ярость, стал обвинять жену в том, что у нее появился богатый любовник. Чтобы разуверить Геннадия, Наталье пришлось рассказать о деньгах, которые мама сняла со своего вклада. Наталья сразу увидела, что муж что-то задумал. И действительно, на следующий день Эмма позвонила дочери и рассказала, что приходил зять и требовал у нее 1000 рублей. Причиной постоянного отсутствия денег в их семье Наталья считала увлечение мужа игрой в карты, проигрыши и вечные долги. Мама выбрала себе мужчину совершенно противоположного по поведению, без вредных привычек, положительного, даже слишком. Эмма привела его познакомиться на день рождения дочери. От первого знакомства у Натальи остались противоречивые впечатления. Николай все время следил за Эммой, не поддерживал общего веселья за столом и останавливал ее, когда она собиралась выпить. Говорил, что ей уже хватит. Эмма вроде не привыкла, чтобы ей командовали, но Николаю подчинялась. Наталья, как могла, старалась разрядить обстановку. Точного адреса Николая Наталья не знала, он жил в общежитии. Больше информации могла знать бабушка Глафира, мать убитой Эммы. Сыщики обнаружили в карманах Геннадия не новые золотые украшения. Наталья их не узнала. Перед допросом у Геннадия сняли отпечатки. Он не отрицал, что просил у тещи деньги. Ему больше негде было их взять, а отдавать долги надо. Признался, что играет в карты, и последнее время ему страшно не везло. Но теща давать деньги отказалась. 1500, которые жена нашла у него в кармане, объяснял счастливым выигрышем. Получив от тещи отказ, Геннадий пошел в подпольную квартиру, где собирались игроки. И ему повезло впервые за полгода. Он выиграл столько денег, что смог погасить текущие долги, и еще и в кармане осталось. То же касается и золота. Некоему Вениамину нечем было расплачиваться, поставил на игру золотые украшения. Геннадий утверждал, что его присутствие за карточным столом – алиби. Правда, он не уверен, что кто-то из участников игры захочет это подтвердить. Мать Эммы известие о смерти дочери потрясло, она не видела смысла жить. Внучку Наталью бабушка Глафира считала глупой и ленивой нахлебницей. Всегда жила на деньги матери и мужа своего к этому приучила. А Николая, сожителя дочери, говорила с опаской. По ее сведениям, мужчина отбывал большой срок наказания за убийство. По словам бабушки, Николай одно время переселился к ним, взялся ремонтировать комнату. Это ей не понравилось. Хозяйничает в чужой квартире. Мало Эмме вечных попрошаек дочери и зятя, так она в дом еще и Николая привела. Мужчина должен обеспечивать женщину, а не наоборот. Эмма расплакалась, и это услышал Николай. Он вбежал на кухню с молотком в руках и стал угрожать бабушке. Требовал, чтобы она оставила дочь в покое. Позже с квартиры он съехал. Глафира не знала, где искать сожителя своей дочери. Работал он вроде бы водителем на стройке. Бабушка нашла фото Николая и отдала его детективу. Николая по фото не опознали ни в одной строительной организации Херсона. Зато выяснилось, что золотые вещи, найденные у зятя Геннадия при обыске, проходят по делу о квартирных кражах в районе, где находился клуб «Умелые руки».
Во время совещания сыщиков в кабинет вошел тот самый Николай. Он сказал, что только узнал об убийстве своей невесты. Оказалось, мужчина работает шофером на гранитном карьере в пригороде Херсона. Вернулся со смены и пошел к Эмме на работу. Там ему все рассказали. Он сразу отправился к детективам. Николай выложил на стол 3150 рублей. Это были деньги Эммы, которые она сняла со своего вклада. Николай сказал, он знает, что могло стать причиной преступления. В их последнюю встречу Эмма была чем-то обеспокоена. Он это заметил, спросил, что с ней. Ответ прозвучал странно. Эмма говорила, что она разочаровалась в одном близком человеке. Он скрывает правду о себе. Назвать этого человека отказалась. Сказала, что сама во всем разберется. Странные намеки Николая скорее говорили о его желании запутать следствие, а не помочь. Сыщики дали понять, что знают про его судимость. Николай признался, действительно отбывал большой срок за убийство. Застал жену с любовником. Кровь ударила в голову. Расправился с обоими. Жена выжила, любовник нет. Оснований задерживать Николая не было. Сыщикам сообщили, что в подпольной квартире, где играл в карты Геннадий, появились люди. В Херсонском клубе детского досуга нашли мертвой его руководителя Эмму Оборину. Женщине нанесли удар по голове тяжелой металлической мясорубкой. Под подозрением ее зять Геннадий Деревянко, карточный игрок с большими долгами. Геннадий утверждает, что невиновен и что найденные у него деньги и ценности выиграл в подпольной игорной квартире. Сыщики знают, накануне Эмма сняла со своего счета 3500 рублей. Больше 3000 принес детективам ее жених, когда узнал о смерти Эммы. Рассказать, откуда деньги у Геннадия, мог хозяин квартиры, где он играл. Это был хорошо известный в криминальном мире города человек по прозвищу Савва Лысый. Он попытался сбежать от сыщиков, но был задержан. Савва нехотя признался, что в указанный день Геннадий обыграл известного квартирного вора Вениамина Кисленко. Сыщики поняли, что ювелирные украшения, изъятые у Геннадия, могут помочь в раскрытии дела о квартирных кражах в районе, а возможно потянется ниточка и к убийству. Дверь в квартиру Кисленко была открыта. Сыщик понял, что опоздал. Вениамин лежал мертвый на полу. Прибывшая группа криминалистов определила, что убийство произошло 3 дня назад. Вениамина ударили молотком по голове. Раскрытый чемодан с вещами говорил о том, что мужчина собирался уехать, возможно, из-за карточных долгов. На кухне обнаружили гренки с чесноком. Сыщик вспомнил. Сотрудница рассказывала, что Эмма учила их готовить. На диване рядом с чемоданом лежал самодельный медвежонок. Сыщик вспомнил. Такого же медвежонка он видел в детском клубе. Кружок рукоделия вела, кажется, Анна Давыдова, молодая сотрудница, которая обнаружила мертвую Эмму. Конечно, игрушка в доме квартирного вора могла быть простым совпадением, но в деле фигурировало уже 2 убийства, и было необходимо попытаться проследить цепочку, как вязаная игрушка оказалась в доме квартирного вора. В квартире Анны сыщик застал женщину, которую хозяйка представила как свою подругу. Но сыщик сразу понял – спекулянтка, которая торгует вещами, привезенными моряками из-за границы. В руках торговка держала список выбранных Анной вещей. Общая стоимость составила 850 рублей. При зарплате в 100 рублей в месяц сумма огромная. Анна поспешила сказать, что она накопила эти деньги, во всем себе отказывая. Сыщик забрал обеих женщин в отделение. Эксперт по телефону сообщил, что отпечатки пальцев Анны Давыдовой идентичны отпечаткам в доме убитого вора Вениамина Кисленко. Сыщикам удалось выяснить, что Анна встречалась с Вениамином 5 лет назад, даже собиралась за него замуж. Однако после подачи заявления жениха арестовали за ограбление квартиры. Свадьба расстроилась, но Анна, как невеста, посещала Кисленко в колонии. Сыщики получили санкцию на обыск. В квартире Анны Давыдовой они нашли 15 000 рублей и золотые украшения. Анна не смогла объяснить происхождение ценностей, но их быстро идентифицировали как украденные из квартир. Детектив предъявил Анне результаты экспертизы. На ее пальто нашли микроскопические следы крови Эммы Обориной. Анна стала доказывать, что все произошло случайно, что она сама жертва и во всем виноваты дети, которые спровоцировали ее своей болтовней.
Работая с детьми, Анна знала многие подробности их семейной жизни. Заработки родителей, накопления, наивные дети даже рассказывали, где взрослые хранят деньги и драгоценности. Болтливая и завистливая Анна пересказывала информацию недавно освободившемуся Вениамину Кисленко. Тот предложил ей всерьез заняться делом, расспрашивать у детей подробности и даже записывать нужную информацию. Дальше не ее дело. Он сам пойдет по адресу и все сделает. Анна хотела отказаться, но Кисленко стал рисовать картинки их будущей роскошной свадьбы и богатой жизни. Так сформировалась банда. За период с ноября 1976 по февраль 1977 года в микрорайоне произошло 11 квартирных краж. За неделю до убийства Эммы была ограблена квартира в том же подъезде, где находился детский клуб. У Галины, бабушки одной из девочек из кружка, украли очень дорогой перстень с нефритом, подарок покойного супруга. Эмма Оборина хорошо помнила это кольцо. Галина частенько его надевала. На нем Анна и погорела. В вечер убийства Эмма задержалась на кухне. Нужно было перемыть посуду после приготовления печенья. Анна зашла с предложением помочь и вместе потом пойти домой. Эмма сказала, что ждать ее не надо, только попросила закрыть форточку в комнате. Анна поставила сумку на стул и пошла выполнять просьбу. Ее сумка упала, из нее высыпалось содержимое. Эмма хотела все сложить обратно, но увидела золотое кольцо с нефритом. Она обо всем догадалась. Анна поняла, теперь у Эммы есть прямое доказательство ее причастности к квартирным кражам. Схватила мясорубку и ударила начальницу по голове. Девушка во всем винила своего жениха. Это он подбил ее на такое дело. Она ему доверяла, а он отделывался небольшими подачками и не собирался на ней жениться. Однажды ей удалось найти часть золотых изделий. Среди них было кольцо с нефритом. Сунула их в сумку и утром пошла на работу. А вечером все открылось. Анне пришлось убить Эмму. Потом она пришла к Вениамину рассказать о случившемся. Кисленко тут же заявил, что им нужно затаиться и не встречаться друг с другом. Ему вообще лучше исчезнуть. Он решил бежать, оставив Анну. Она поняла, что больше ему не нужна. Схватила молоток и ударила его по затылку. За убийство Эммы Обориной и Вениамина Кисленко Анна получила максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.